крутится, настройки мутятся. В целом расскажи, как? Да, довольно уже стандартно. Сначала едем, точнее, потом крутим, никуда не едем, потом к вечеру все накручиваем, как чтобы ехать, и потом едем. Оль, расскажи, как тренировка утренняя прошла. Нормально, 4 раза проехали. Хорошо было? Да, и один раз колесом подвылетел там в песок. Но нормально. Хорошо, что она есть. Раньше ее не было, утренней тренировки. На первых этапах. Короче, предлагаю первую проехать, ну, то есть на среднем угле, на контроле, чтобы все было точно. У нас получить балл, а вторую уже бахнуть на всю котлету и все. Ну там как получится. Ну. Нет, и тут, короче, когда думать начинаешь заездить, не туда вообще. Ну, хуже становится. Я когда вот думал, знаешь, вот на медленной дуге вот этой, перед вот этой всей улиткой, да, я на ней что-то посмотрел, я близко еду далеко и сразу улетел колесом потом в песок. Потому что когда ты там едешь, уже надо смотреть дальше, куда приехать. Там очень тонко газом надо работать, иначе ты не доедешь или вылетишь. Ну, либо вылетишь, там да. в яме находятся клипы, и надо туда. Да, и там еще прям там такая кочка. Там Если ты очень клипы надо, собираешь, то ты подпрыгиваешь там на кочку. очень газом надо работать на этой кочке, чтобы без коррекции там проехать. Сложно. Там как только думать начинаешь, сразу все портится. Даже не столько думать, когда начинаешь смотреть по сторонам, а не туда, куда тебе надо приехать, Да, ты вот едешь чуть-чуть не туда. ты мгновенно посмотрел не туда, и все, и у тебя траектория идет в ту сторону. По сути, в дрифте надо просто куда надо смотреть вовремя. Башкой вертеть, да? И тогда траектория. Садимся, да, что или что? Да. Садимся, Конечно. Пацаны, что машины? Надо греть быстрее. 10 минут. Кого 10 минут? 55 минут. 55 минут на прогрев уже надо быть. Да. Ну что, будем с маленьким углом пробовать? Я не знаю, как пойдет. Ну, я теперь знаю, что она в любом может. Вот. Ну-ка, стой, иди ко мне. Иди ко мне. Да. Что, я тогда буду глушить мотор, да? Да, если там едь, стоять? уже ты не будешь стоять. Не надо? Уже все, сразу ебашим. Что у нас, 2 попытки? Третья хватит. Специфика Красного кольца еще и заключается в том, что вот этой самой постановки, давайте уж не до конца разберемся, связано это с тем, что там достаточно высокая скорость и очень короткий поворот.
Никитос, прием. Да, прием. Сейчас эту трансляшку починят. Прием, скажи мне, пожалуйста, а почему у нас сейчас в тренировочных проездах Толик не взял первые эти внутренние тачи, а ты мне ничего не сказал? Думаю, я ему все сказал, все посмотрели. Мы с ним решили, что надо чуть пораньше поставиться, и все станет нормально. Ну, лады, ты просто тоже мне говоришь, чтобы я знал, а то я переживаю, что он не знает об этом. Хорошо, Толик об этом знает, он еще знает, что надо поглубже взять ОЗ-3. Все принято, хорошо. Продолжение процесса, то Анатолий Щербак будет за все отвечать. Вчера так своеобразно он тренировки выстраивал, создавалось ощущение, что он кусками там как раз репетирует это самое задание, и несколько проездов были посвящены просто постановке. Ну ладно, посмотрим, что будет сейчас. Сейчас нужно собрать все вместе, разумеется. Постановка не очень агрессивная, и угол такой вот умеренный, скорее, чем очень большой. И тут же поехали в перекладки, 2 штуки подряд, и вот она, вторая внешняя клиппинг-зон. Тоже здесь дымок появился далеко не сразу из-под задних колес Silvia S15. Перекладка еще одна, на Touch & Go не обращаем внимания на старый, который там внутри, просто сбивает нам глазомер немножечко. Но Анатолий пока, в общем, достаточно неплохо. Молодец, паренек, молодец. Зацепил. Так все на контроле неплохо, ну то есть на результат проехал. Не забудь сказать по стилю, по разбивку по баллам. Там будет вопрос, что он в ОЗ-3, в ОЗ-2 поздно открылся, чуть пораньше катится. Контрольно? Но ты его за 2 чуть поздновато открылся, вроде На хочешь... угол на постановке надо добавлять. Сейчас. Видео будет присылать? Да, я жду. 85 баллов. 85. Нормально. Везде по чуть-чуть. 35 линия. Повтори, 35 линия. А где я? Если все посмотрел? Сейчас мы посмотрим. По траектории близко к максимуму. Где зарезали? На каком? Я сказал, что от ноу-гоу зоны чуть подальше колесом наехал на ноу-гоу зону на 4-ю. Ну, типа по линии проехал. Я думаю, за это. No-go зона. Да, просто вот это вот. Твоего фирменного. Да, фирменного твоего. Зло. Первая попытка на 85 баллов. В принципе, все сделал то, что о чем договаривались. Единственное, наехал на no-go зону. Вот. В общем, первая попытка была немножко сейвовая, то есть мы перестраховались. Вот, на вторую попытку попробую Толя больше угла добавить. Ну, то есть попробовали более плавную постановку. Вот, ну и как следствие заможили по стилю, по углу. По углу заможили нас немножко. Но это нормально, ну, то есть это ожидаемо. Как? Нормально, углей подкинем. Да, сейчас углей подкинем и поедем. Попадать давление правильно. А вот у этого человека 85 баллов было в первой попытке. Это Анатолий Щербак, Nissan Silvia S15. И попробует он улучшить свое достижение своей попыткой номер 2 прямо сейчас. Вот тот самый спойлер, о котором мы вчера говорили, красуется на задней части автомобиля. Постановка, поехали! Да, красивые спойлеры, неплохая постановка, но передними колесами туда в no-go зону заезжать было, конечно же, не нужно. Это совсем неправильная траектория. Здесь уже белая Silvia в белых клубах дыма через ОЗ-2 и ОЗ-3. В единой связке проходит их Анатолий Щербак. Все так, как и должно быть. Здесь узковато в ОЗ-4. Будет много здесь угла в последнем внутреннем Touch & Go. А вот и последняя, 5-я внешняя клиппинг-зона. Финиш. Не верю я в улучшение, честно. Красивые кадры. Никитос, скажи что-нибудь хорошее. На вторую попытку 86 дали. Сейчас я запись из трансляции сделаю и приду. Принято, да, давай. Чтобы скинуть типа полностью с комментариями совсем. Лады. 86. Но все равно улучшение. Короче, не разогнался. А ты Угол большой сделал, Ага. а скорости не хватило. Бывает. 2 вида, видишь, постановки. Либо в огромный угол с большой скоростью, но там тонко все надо. Мы тренировали, видишь, маленький. Короче, получилось так. Вовнутрь пошла.
лучше собрал. Но у тебя 86. Ну, все остальные все собрал, да, по траектории. Сейчас Никитос придет, расскажет. Ты не видел, нет? Не, я там был. Я уже загадил всю постановку, в новую зону заехал. А. Ну, думаю, спокойно доеду уже. Вдруг на чуть-чуть улучшусь, да, бывает такое. Да. Не буду сдаваться. Так ну, ты так и сделал. Ну, до конца максимум уже доехал. Правильно сделал, в чем проблема? Ну, да. У тебя знаешь, какая проблема? Ты стартанул, Ну, я как херов оно стартанул. буксануло, ты как будто газ отпустил и еще раз поехал. Ты прям, Стартанул фигово. да. Я только не понял, как лучше ставится, большой вариант или малый. Малый более стабильный получается. А давай посмотрим, с кем поедем и сравним, что у нас получается. Квалификация прошла по плану почти. То есть у нас было заложено, что первую попытку мы едем по траектории, и в принципе это удалось. Была немного агрессии, но траектория собралась. Вот, а вторую попытку уже ехали с агрессией. Но немножко Толик недоразогнался, то есть, и поэтому она пошла не по плану. Короче, план у нас реализован на 80%. Вот. А для того, чтобы мы не реализовали на 8%, мы едем со Стаповым Андрюхой. Он молодец. Нет, тут история в том, что как бы в любом случае мы едем на все, что есть, как можно. Главный план его не насаживать. Потому что статистика у нас по насаживанию других машин неприлично большая, поэтому будем стараться вот, сделать очень близко, но без контакта. Достаточно благополучно постановка. Анатолий там прыгает. Очень Анатолий Андрея. Ну, будем разбираться сейчас, кто нажимал, кто куда ехал, кто куда Ну, разгонялся. можно немножечко пожурить Андрея Остапова за то, как он постановку выполнил. Это действие, но тут стоит поаплодировать уже Андрею Остапову, потому что, ну, после такого удара продолжить заезд, это действительно неплохо, да? Да, но контакт был зря. Да, я думаю, да. Второй вариант, давай большой угол, на все бабки ебашим, нам терять нехуй. И признаться не Да. В контакте кто виноват? В контакте кто виноват? Там контакт был. Ну и удара какого-то запредельного тоже нет. Что сейчас судьи будут сейчас сравнивать, естественно, вот этот график с квалификационным проездом Андрея Остапова и смотреть на то, есть ли там разница в темпе. Особенности... Время кончится, от машины отходим. Андрея Остапова, которые периодически приходят. Стой. Машину не трогай. Стой. И, соответственно, мы сейчас ждем 5 минут вперед, естественно, Лукойл Racing Drift Team. 5 минут взяли? Да, и мы, соответственно, должны от судей дождаться вердикта, поскольку было столкновение, кто-то должен быть признан виновным. Если понял. Андрей Они 5 минут берут, не нет? виновен, то для него вот эти 5 минут будут бесплатно. И он сохранит право на competition тайм-аут. Если, опять же, повторюсь, Наша вина, они берут 5 минут, ты едешь на старт. Ждешь там. вина не на пилоте Лукойл Racing Drift. И всего же. Да. Ну, конкретно в этом месте, что было, План не выполнился. ускорялся. Но почти. Легитимно с его стороны, так скажем. План выполнен на 90%. Но в данном случае, мне кажется, не очень, конечно, это релевантно. Понятно, что Сказали, Анатолий кто не мог виноват, да? ехать сильно Сказали, быстрее, мы. чем Андрей Остапов, но ускориться в этом месте. Я думаю, они не поедут. Не выезжает на линию старта. Я не слышал судей пока. Ну, как бы это... Не было. Они должны Пока просто если там Остап отлавливался в зоне, где надо было нажимать газ, то это нужно сделать до начала второго заезда, таковы правила.
Поедете? Ну, я сказал, конечно, будем максимум делать. Наши не петушиные гонки, нормальные пацаны, блядь. Толик расстроился очень. Никто даже не крутит ничего, да? Решение судей есть. В столкновении виноват Анатолий Щербак. Поэтому если сейчас Андрей Остапов на старт не выйдет, а команда все-таки прикладывает усилия к тому, чтобы пилота на старт доставить, то это будет означать окончание хита и итоговую победу Андрея Остапова. Сейчас я дойду и узнаю. Кость, успеваете? Слушай, нет, там бесполезно. Хочешь, тебе покажут ребята, они только что сказали. Мне собрался показывать. Серегу позвать, чтобы показать, что не успеет. Покрути. Видишь, мы не можем даже палец открутить. Вот смотри, он крутится. Здесь это просто бесполезно. Там осталось минута. Ну да. Ничего не успеете. Ну, к сожалению, здесь нет. Вот. Ну, вы все слышали. А, кстати, мне тут напоминает руководитель гонки, что вы можете взять платные 5 минут. Здесь дело в том, что надо... Мы сейчас поговорили с Андреем. Он, в принципе, не уверен в том, что мы сейчас, если поставим в таком виде, в котором есть, что мы сможем нормально поехать. Хорошо, это решение команды. По крайней мере, мы ждем, когда 5 минут истекут для Андрея Остапова, и дальше уже все пойдет по сценарию, который предусмотрен регламентом российской дрифт-серии Гран-при. Не рискует лишний раз. Понятно, что машину можно было вернуть в работоспособное состояние и без риска, без излишней опасности для пилота все это проехать, конечно, Андрей, я уверен, продолжил бы борьбу, но... Не кайфовое, да, ощущение? Из дыма переложился, видишь, я там Да, близко так никогда не был в этом месте еще. Чуть-чуть, ну, короче, не понял, почему так получилось. Ну, так бывает. Слишком переложился. Потом из дыма раз, видать, и... Да. Да, сука, блядь, последний остался. Ну, уже последний остался, блядь. Все охуительно было, прям вот охуительно, прям заебись. Ну, хотел быть близко везде. Толь, все нормально. Не понадобилось с лидером ездить. Ну, это зря. Надо двери менять. Плохая у них карма. Я до этого, видишь, на тренировке так близко ни с кем не ездил, да, там. Ну, А там такая перекладка, видишь, ну, там, типа, скорость не набирается. Толь, поэтому тебе говорили до этого, что там просто будь аккуратен. Вот точки. Что может так произойти. Ну, я сделал до этого перекладку. Понятно. Ну, то есть, нам Просто нужно было потом- тебе и последнее Ну, сказать, да? Я не сказали про последний. Бля. Про Я последний понял. ничего не сказали. Всё, я понял. Я отработал нормально. Там просто надо было просто ручничка дернуть, ну, после перекладки сразу. Но он там не быстро ехал, реально, вот в том месте. Да, то ли да. я на малом углу разогнался, то ли он там реально как-то, ну, не очень быстро ехал. Не, ну там, говорю, место такое, оно сильно в газ не едет. Там надо чуть сбавлять темп.